Для различных людей Далай-лама означает разное. Для одних это значит, что я живой Будда, земное воплощение Авалокитешвары, Бодхисаттвы, сострадания. Для других это значит, что я Бог-царь. Но все это не то, что я думаю сам. Для меня Далай-лама – это лишь титул, обозначающий занимаемую мной должность. Сам я просто человек, и в частности тибетец, решивший быть буддийским монахом. Думая об этом проекте, непроизвольно думал о том, что, может быть, немногие люди в России знают Далай-ламу, но Вантиносича многие знают. И через личность Вантиносича мы сможем открыть таким образом для людей вот этот огромный мир. Мне, ребенку, предоставили личную спальню великого Далай-ламы V, находившуюся на 7-м верхнем этаже. Она была ужасно холодная и сумрачная. И я сомневаюсь, чтобы ею пользовались со времен 5-го Далай-ламы. В ней все было древним и обветшавшим, а за драпировками, свисавшими вдоль всех 4 стен, лежали скопления многовековой пыли. В один из дней он говорит: Толя, мне сложно, надо что-то сделать. Как раз я приехал из Индии, и мне на аудиенции подарили портрет его святейшего Далай-ламы. Я говорю: Валентинович, может быть, давайте я перед вами поставлю этот портрет. Этот драгоценный портрет стоял передо мной, когда я читал «Свободу в изгнании». Он помогал мне, давал энергию и как бы подсказывал своей простотой, своей глубиной, как это надо читать, как произносить слова, которые он говорит. Это тот случай исключительный, когда здесь простота и гениальность слились вместе. Слушать его – счастье. Он снимает проблемы, которые мучают людей сотни тысяч лет, почти одним движением мыслей. Он попадает всегда в точку. Он чувствует человека. Это уникальный дар Божий. Вот ему дано это. Я стал другим человеком, читая эту книгу. Это правда. Он оживал. Не казалось, что он смотрел на меня, подбадривал, говорил, правильно я делаю или нет. Он со мной разговаривал. Спасибо ему. Многие потом ко мне подходили и с таким вопросом: а что, гаут-буддист? И сейчас я понимаю, что это мое глубокое убеждение, что такие люди, как он, они вне вот этих понятий, измов всяких. Тело Ринпоче, представитель его святейшества Далай-ламы в России и СНГ, написал ему поздравления. Я когда вручил, Валентинович попросил меня прочесть. Тело Ринпоче пишет, что мы, буддисты, склонны думать, что творческие люди является проявлением благой энергии просветленных существ. И на самом деле, я думаю, он прожил вместе с Далай-ламой эту книгу. Он ее не прочел, он прожил ее от начала и до конца. Он сказал, какое удивительное слово «свобода» и какое страшное слово «изгнание». И вот с этим чувством он начал читать ее. Через год его святейшество должен был приехать в Ригу и давать учения. Естественно, было желание, чтобы Валентинович встретился. Это его, вернее, было желание. Он говорит, что если только я встречусь с его святейшеством? Но его окружение, доктора категорически запретили это делать. И потом он уже был слаб. Я, тем не менее, все равно выехал в Москву. И уже на подъезде к Москве, там буквально 5 утра звонок. Валентинович, я взял трубку, он говорит, Толя, мы едем. Когда они встретились с его святейшеством, он его хлопал по плечу, называл его близнецом. Это настолько, это трудно передать, это было трогательно. И эта аудиенция продлилась не 10 минут, а 40. Я понимаю, что
Это было общение, на самом деле общение душ, наверное. Когда мы летели в самолете, он сидел расстроенный и говорит: Толь, как поздно. Я говорю: что такое? Он говорит: Толь, как поздно мы встретились. Это просто недосягаемое многими. Но идти по этой дороге легко, когда слышишь такого человека. Понимать, принимать на себя многое. Не трогать агрессивно друг друга ни за что. Человек злое существо и непорядочный, к сожалению. Надо это изживать из себя. Слава Богу, что есть такие люди. Мне очень жаль, он нужен нашей стране, он нужен России. Он говорит, что я люблю больше всего Россию и хотел бы там жить, если бы мне предложили. И как-то вечером, поздно вечером, возвращаясь домой, он часто замолкал, и потом в какой-то момент он произнес такую фразу: «Какие вы таинственные». Я говорю: Валентин Ильич, кого вы имеете? Какие вы таинственные калмыки? То есть я к чему это говорю? В том смысле, что через него я по-другому и на себя взглянул, на самом деле, на нашу культуру, на философию буддийскую, на историю жизни его святейшества Далай-ламы, потому что это тот глубокий взгляд, который позволил это сделать совершенно по-другому. Он всегда говорил: как только появится такая возможность, и мы должны отправиться в Калмыкию. Он еще хотел приехать. Конечно, я видел его в том, чтобы он приехал в наш национальный театр. Я думал, это было очень важно. Не просто, чтобы он приехал и провел презентацию в Хуруле, чтобы встретился с нашими актерами, с творческой интеллигенцией и пообщался. И это желание в нем всегда присутствовало. Я до сих пор очень сожалею, что это не состоялось. Название спектакля «Пока существует пространство», оно возникло от любимой молитвы Далай-ламы. Так была названа книга «Пока существует пространство». И Гафт после встречи из Риги, когда приехал, он говорит: у меня была такая встреча, я говорил о нашем спектакле, вот, а я увидел книгу и думаю: слушайте, какое потрясающее название. Он говорит: а вот это и есть наше название. Вот так это случилось. Пока существует пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь, страданий рассеивать тьму. То есть вот задача — страданий рассеивать тьму. Звонок вот Валентину Ильичу был из Риги, он был очень неожиданен. И я почувствовал мощную энергию, которая шла от него, и колоссальную радость. Он говорил о том, что рассказывал ему о нашей работе. Это меня поразило. И я сразу это воспринял как благословение нашего дела. Это было колоссальным событием внутренним для меня и для нашей истории. И я чувствовал, что Валентин Ильич потрясен. Он был потрясен тем, что такая великая душа его приняла, его поняла, его обняла и помогла. 91 год, когда я приехал в его святейшество Далай-лама, я позвонил маме, и она сказала: я ничего не знаю, вы должны все быть. Я был поражен, я сейчас понимаю, откуда, потому что советский период, откуда она могла знать об этом вообще, что это важно. И это восприняла, мама сказала, все, и мы были все на ипподроме.
И я до этого, конечно, я соприкасался, я что-то читал о буддизме, и во многих книгах написано, что главная суть учения является ощущение радости жизни, достижения. И когда я увидел впервые его святейство, его улыбку, я понял, вот смысл всего в этой улыбке. До сих пор понимаю, что это часть нашей жизни, откуда у наших родителей, которые пережили Сибирь, которые не было ни хурула, у них не было возможности прочесть книги какие-то буддийские. Но была вот эта внутренняя вера, которая сохранилась и которую они передали нам. Откуда, я не знаю. Это есть. Вот и все. Я видел на коре лицо пророка. Сверкнула молния, и началась гроза. Сквозь дождь смотрели на меня глаза, и тарахтела наверху сорока. Вдруг занавес ветвей лицо его закрыл, горячим лбом я дерева коснулся, и он шепнул мне: думаешь, ты жил, ты плохо спал, и наконец проснулся. Это прекрасное произведение. Оно наговорено, но оторваться от него невозможно было. Я хотел это писать без остановки, подряд. Мне было это интересно. Загадка, тайна притягивает человека к себе и отдает все самое лучшее, накопленное им. Он успокаивает, он объясняет, не убаюкивает. Он разгадывает тайны человеческих отношений. О, как это все непросто, но как гениально разобрано этим человеком. Что такое добро, зло, зло и добро, как сложен наш мир. Нужны такие люди. Слава Богу, что они есть. Хочу сказать спасибо, Далай-Ламе. Живите для людей. Спасибо. Низкий поклон. Он ушел в сознание. Он понимал, что он уходит. У него были открыты глаза, он понимал, что в этот момент настает. Он успел попрощаться с женой, которая уезжала к врачу. Она рано встала, где-то в 6:30, что ли. Они пообщались, и как только она уехала, он ушел. Дорогой Толя, я и рядом со мной это видимое творение жизни Далай-Лама, странствующий в пространстве, и невидимое – это его душа. Сделали эту секунду для меня вечностью. Цены этому нет. Надо только закрыть глаза, и секунда станет бесконечностью. Смерти нет.